Дорогие друзья, гости столицы, столько камер, я не знаю, выпускники и все желающие строить свое будущее в Польше, свой бизнес в Польше. Я рад вас всех видеть, слышать. Вы тоже так. Мы тоже рады, очень рады. У нас это позитив-пассив состояние, мы радуемся. Мы сегодня говорим о пицце, о том, как открыть бизнес, связанный с пиццерией. Мой кусок порвался, ладно, хотел пафосно так. И берите, пацаны, берите. Ну, давайте. Ага. А ты на диете, да? Не, я кусочек помогу мне главное персональному тренеру не показывать. Андрей, привет, не показывать это видео, и будет все хорошо. Да, мне тоже главное не показывать. То есть мы уже с едой, давайте тоже заправляйтесь, берите чаек, кофеек, вкусняшки. Чай, кофе. Представьтесь, пожалуйста, кто ты, сколько лет в Польше, и как ты пришел к этому бизнесу, да? Почему именно пиццерия? Зовут меня Максим, приехал я в Польшу в 2013 году. Честно говоря, вообще никогда не планировал, что у меня вообще жизнь будет связана с пиццей и с этим бизнесом. Вообще даже в эту сторону не было никогда таких мыслей. Хотя 2013, значит, ты с Украины? 2013, конечно. Потому что город Запорожье. 2013 это та волна, 13-14 с Украины. Но мы в 2014 переехали. Ну, практически. С теми же обстоятельствами. Да. Окей. Вот, ну и приехал я сюда учиться в универ, и изначально, что универ был с уклоном гастрономическим, потому что это была такая высшая школа хотелярства и гастрономии, это называлось в Познане. Как люди идут в гастрономические университеты? Это потомственное, либо это просто ты вот... Ты же по тебе не скажешь, что ты любишь кушать. Да, скажи, вот не знаю, вот почему-то так. Я думал, это изменит. Суть, в чем оффер от универа такой был, что ты можешь ездить на практике, у него разные были контракты с разными странами, и что ты можешь сам себе зарабатывать на это же обучение, ну плюс еще чуть-чуть будет оставаться, но это было как бы главное для не зависеть от родителей, да, уехать. То есть заманили work and travel. Да. По факту оказалось это все, естественно, не так. Вот, поэтому... Это сколько тебе лет было? 18, 17 на 18. То есть совсем молоденький такой. Да. Вообще, страшно было, помню, даже за хлебом выйти. Не, ну реально, только без языка полностью. То есть, так это ты еще не девочка, прикинь, как девчонка. То есть я помню точно, что запомнил, что ходил в Lidl, в Бедронки, чтобы купить хлеб, потому что я боялся, вдруг что-то спросят. А я лучше на ленту положить, пускай. А сейчас бояться не стоит, сейчас, если спросят, то на украинском или на русском. У нас был бизнес-ассистент, и она вообще в Польшу переехала, ей было 14 лет. И тоже как бы сама. Прикиньте, девочка трудно, сама. Это я по себе помню. Это трудно для родителей даже отпустить ребенка. И вообще психологический такой факт, он такой, надо его переждать. Ну да. А сколько сейчас тебе? 29. Окей, то есть ты в 18 переехал, целая вот тебе жизнь, слушай, это прям ты в Польше повзрослел, да? Да, вообще вся такая сознательная жизнь. То есть я, грубо говоря, тут ездить научился, уже так прям. А ты все. Ты уже с паспортом или с картой побыта? С картой побыта. Окей. Пока ожидаем резидента, так сказать. Добро. Ну вот, все, значит, ты в университете. Да. Гастрономия. Да, гастрономия. Первая практика сразу же была, не зависеть от родителей, быть уже такой, становиться единицей, которая не зависит от родителей. Первая практика, первый год, сессия, практика, профессиональная кухня. То есть я прошел там такую некую, не знаю, знаете ли вы, кухня профессиональная, это, наверное, на одной ступени стоит как армия. Там, я смотрел «Мастер-шеф». То есть дедовщина страшная. Ну, я там даже... Серьезно, дедовщина? Да. Я там реально был ком в горле, чтобы не заплакать, потому что тебя конкретно там давили морально, физически. И поляки реально угнетали? Кошмар. А как это было? Это везде или только в Польше? Я работал первое было мой опыт профессиональной кухни в Польше, потом я попал на такую кухню на Корсике, это остров там во Франции. Ну, просто интересно, как могут угнетать, типа приходят, ты, чисть ведро картошки. Не, короткая история, мы с другом поехали туда вдвоем, мы заходим такие одетые в кителях, заходим, спрашиваем, все, мы готовы, мы практиканты, вот, от универа, и нам говорят, встаньте под стенкой и ждите. И там вход в кухню, друг стал с одной стороны входа, я стал с другой стороны, и 12 часов мы простояли просто возле стены, к нам никто не подошел, это у нас был первый день. Это реально вахта, да. Вообще, мы просто стоим, и я там говорю, может пойдем спросим, что нам надо делать, потому что вообще мороз, я набираюсь смелости, меня всего еще там подтрухают. Я говорю, что нам надо делать? Просто там шеф-повар, я подошел к шеф-повару, он просто мимо проходит, вообще даже ответа никакого не было. И мы продолжаем стоять. Все, так первый день практики наш закончился. Так можно очень замотивировать людей, прям заниматься этой
этой профессии. Я тогда понял сразу, что, наверное, гастрономия это не мое. Ну, это типа, это вообще не мое. Приходит следующий день, мы стоим уже полдня, как будто у них какая-то программа уже настроена была. Специально. Следующий день мы приходим, стоим уже полдня. Потом подходит, это я, наверное, никогда не забуду, думаю, как и мой друг, к нам подходит шеф-повар, зовет еще кого-то своего подчиненного, там в кухне было около 12 человек, 12 поваров, там разных, там каких-то, кто-то там на нарезке, кто-то шеф-повар, кто-то правая рука шефа, зовет кого-то и говорит, отправляй этих двоих на бассейн. И мы такие, бассейн, какой-то бассейн, ну типа в голове думаю, ну что, бассейн, нормально, все так плохо. Мыть посуду? Сейчас мы будем в плавках обслуживать девчонок. Нас заводят в помещение, в 2 разных помещения, которые за 2 дня было накоплено вот такие у них там как метровые умывальники, забиты полностью жиром кастрюли, сковородки, и там это просто было такой объем этого всего. И вот наш был бассейн. Вот. И остальные там 6 часов мы просто мыли посуду, и так продолжалось примерно где-то неделя. То есть мы приходили сразу на бассейн, через какое-то время нам доверили что-то резать, и потом мы пошли просто, сказали, не, мы в кухню нет, давайте нас на официантов, либо куда-нибудь, потому что... Ты знаешь, что они сделали с тобой в этот момент? Они в этот момент, судьба, она тебя вывела в правильное русло. Она поняла, что ты создан, чтобы быть предпринимателем. Да. И судя по тому, чем ты сейчас занимаешься, еще и помогать другим предпринимателям. Если бы ты влюбился в кухню, был бы классным шеф-поваром, но не смог бы помочь другим предпринимателям. Понимаешь? И тебе надо было вывести оттуда. Я об этом думал, поэтому я им благодарен от какой-то части, что я не в кухне все-таки. Вот, поэтому дальше параллельно я перешел в официантство. Я был долгое время официант в разных местах, я был просто сервис, вот обслуга, такой же раб, только обслужишь, принеси, подай. И это еще больше меня угнетало. То есть я все больше и больше думаю, это вообще не мое, и каждый день вообще не хочется следующего дня. То есть это было вообще трудно. Но ты уже деньги зарабатывал? Нет, это бесплатные практики. В универе какая система практики классная, потому что у них с польскими ресторанами были такие договора, что они выпускают, часть студентов едут, прорабатывают бесплатно. После того, как мы отработаем бесплатно практику в Польше, только тогда мы можем поехать за границу зарабатывать деньги. И таким образом много универов вокруг Познани имели бесплатную рабочую силу. Вот такая система классная. Да. Вот. А когда ты трансформировался в предпринимателя? Дальше я еще съездил потом на практику в Корсику, на Корсику. Там я думал, что хуже не будет, а оказывается, есть еще куда хуже. И вот это было, наверное, расскажи, ты мне там какую-то историю рассказывал про это, помнишь? Про Корсику, Про Корсику, да. Там что было? Там историй много, потому что, во-первых, мы попали... Самую кринжовую. Самое интересное, что мы попали... Типа там крысу вы приготовили. Мы жили с крысами. Но самое такое первое, что мы попали в отель, где хозяин этого отеля, это корсиканский мафиози, и это еще переводится с поколения в поколение. То есть у него дед был мафиози, батя был мафиози, и мы попали к сыну мафиози, ему там было около 45-50 лет. И этот человек, у которого, грубо говоря, вся Корсика, она его, то есть, грубо говоря. Прекрасно. И ему абсолютно по барабану на нас, как практикантов, и все там его просто очень сильно... То есть там... Боялись. Да. БХП, ЗУСы, Панстовая инспекция працы. Да. И вот нас привозят в подвал, там, где окошко вот такое, и там сразу уже вот так вот земля. То есть там вот такой просвет, немножко на солнце. Там, грубо говоря, мы даже без солнца жили, потому что 4 шконки, по-другому не назовешь, металлический шкаф, умывальник, просто камера настоящая вообще. Вот, жарища, сырость, с одной стороны сырость, с другой стороны жарища, всегда там 40, там 35 градусов, вообще она там не стихала, потому что мы еще приехали летом. И все, и 13-14 часовой день каждый день, 2 дня выходных, если ты не напортачишь, если ты не заслужишь, потом и заслужишь себе выходной, то тебе, дадут возможность отдохнуть. Система, кормили нас 2 раза в день, то есть только 2 раза в день, и нужно было каждый день отмечаться, у нас была такой сканер, там, где ты ставишь руку, вот так, руку. Меня прокалывает прямо с будущим. Оно пикает, ты отметился, значит, у тебя будет завтрак, в общем. И мы один раз не отметились, мы пришли, у нас в тарелке нет еды, просто мы без еды. Все, то есть приходи 2 раза в день, одна еда давалась в 10 часов утра, следующая в 7 часов утра. Работа начиналась с 5 утра, то есть ты просыпаешься в 5 утра, и ты до 11 просто должен выжить как-то вот без еды, при этом носишь еду.
людям. Еда, то есть это такая, что ты приходишь, тебе ставят эту еду в 10, ты не заканчиваешь прям под еду, под завтрак, ты заканчиваешь там на час позже, грубо говоря, всегда приходили, там такая, и у тебя стоит просто холодная еда, ее тебе не разогревают, и мы просили разогреть, то есть ты просто жрешь то, что тебе дали, потому что надо есть, и все, и мы едим, и просто едим. Ну, я то, надеюсь, что там должны. корчик, это же там, типа, Да. прошутто, Да, пицца, да, там, да, паста, так все дела. Тоже думали. Карбонара. Ну, я вам скажу, что у меня были тогда вот такие моменты, когда там везде по всему периметру камеры, и если что-то пропадает, приходит этот босс, его, не буду называть имен, и, например, сразу тебе говорят, ты типа съел что-то, то, что тебе не принадлежит, типа минус 50 евро. А у нас зарплата 500 евро, типа всего. 10 раз поел, не с той тарелки, и все. Да, и мы выкупили просто, где там нету камер, и я жрал после людей было время, когда у меня аж тряслись руки, я вот так с тарелки просто запихивался после людей, чтобы просто как-то себя чувствовать более-менее, потому что еды конкретно не хватало. Идти в магазин покупать вообще там дорого, потому что, ну, ничего ты не заработаешь, если ты будешь есть в магазине. Туристическое место, да. Стричься то же самое, там, типа, мы вот с такими волосами вернулись, худые, вот вообще, вот такие щеки, Класс. и Очень съездили на практику, да. К чему же тебя судьба готовила? Не знаю. И что потом? Получается, ты закончил универ. Как? Расскажи большими То есть ты один мазками. из немногих, кто в итоге по специальности более-менее как бы в ресторанной сфере. Ну да, так косвенно, Да, я бы сказал. да. Это глубоко и долго я там не задерживался, потому что меня вот эти два фактора отбили полностью от этого всего. И я вот с Корсики вернулся, я понял, что я не хочу вообще с гастрономией ничего иметь. Просто как ты пришел к этому бизнесу? Да, к этому бизнесу я пришел дальше. Друга я решил вытянуть с Запорожья в Познань ко мне, и он приехал, я взял за него ответственность, он приехал без языка полностью, без вообще как я, грубо А говоря. мы вот видите за тех, кого Да, привлекаем. да. Поэтому это началось с того, что я сказал, что я тебе все найду, и работу найду, и все будет нормально. Вот он приехал, И я ему жену начал... ты вписался хорошо, И прям он ответственно. приехал, я его встретил, я начал ему искать работу. И попалась работа как доставка пиццы без опыта. Я звоню, говорю, у меня есть друг, но он вообще без языка. Они говорят, приходи, приезжай. И это были парни, которые открывали только свою первую пиццерию именно на доставку. У них был гаражик такой. Это Dark Kitchen называется, да? Да, Dark Kitchen. Именно маленький гаражик. И вот туда я его привел. И получается, какое-то время я его приезжал просто там забирать оттуда, разговаривал с хозяевами. И параллельно вот у меня упал взгляд, он там 2 года проработал даже. И я вот каждый день, наверное, приезжал его, наверное, забирать оттуда. И смотрел, какие у них вообще, как это все происходит, какие кассы. То есть я начал Внутренняя интересоваться. кухня, да? Начал интересоваться. Я вот наблюдал, что, например, они стартанули, у них там были 500 злотых, то есть касса, потом я приезжаю, там через 2 недели у них уже там 900 злотых, потом уже через какое-то время я смотрю, у них уже там Это в день? Да, потом смотрю, у них уже 1,5 злотых, потом смотрю, у них регулярно уже двушка, там, и в выходные уже доходит там 3-4, больше растет штат людей, я приходил, был один, вот мой друг, потом смотрю, их уже 3, думаю, блин, слушай, и это все как бы на моих глазах происходит. И вот мне стало интересно, я устроился к ним ездить на своей машине, просто так же самое с другом, как они сказали, не хочешь, я, ну, давайте по выходным буду тоже возить. И вот в этот момент я увидел, и потом пошли разговоры, что они открывают второй пункт. То есть там спустя, не знаю, там 3-4 месяца они уже начинают открывать второй пункт. И я думаю, ну блин, быстро идет вообще. И вот, наверное, это был такой толчок, что думаю, почему такое... Ты увидел деньги, да? Ты увидел, что там есть. Но опять-таки это было ошибочно с моей стороны, потому что я увидел только верхнюю такую часть, что я увидел деньги, но не знаю, как это выглядит изнутри. И вот это была моя ошибка. Я не сильно покопал, как это все выглядит. И я, недолго думая, сразу же решил просто повторять то, что они делают. Потому что я не знаю, стоило ли выдумывать свой велосипед, если оно уже есть. Они не одни были, то есть были подобные, у кого они взяли эту идею, то есть и это было известно, они сами об этом. Идею Так чего? оно работает. Вот, да, Кради как художник, да. Идею меню, да? Вот нет, это. идею вообще самого бизнеса, доставки пиццей, модель помещения, какая вот Dark Kitchen. Вот, Это было где-то лет 7 назад, наверное, да? Нет, это было 8 лет назад. Ну да, то есть когда это еще не было мейнстримом, когда еще не каждый знал, что такое Dark Kitchen. Да и сейчас, наверное, не каждый знает. Да. Окей. Вот, и с этого момента я решил брать такое же помещение, вообще все подобное. Ну и что? Пришел момент, ищу помещение, нахожу помещение. Опять-таки не знаю, какое надо было мне помещение. Вот почему, самое важное вообще, то есть это цена аренды. Я не знал, за сколько они, на каких условиях они держат это помещение.
То есть, что такое посчитать бизнес-план? Еще Вообще, я видел, думаю, это нет, сейчас я подключаю, я разобрался, с какими они партнерами работают, какая у них реклама. Тогда реклама работала больше всего, это листовки по почтовым ящикам, то есть никакого таргета там и так далее, вообще сильно оно... И фан-пейдж на Фейсбуке, это максимум, и там какие-то акции пускать, и все. И делал ровно все то же самое, взял помещение, и очень, первая ошибка, очень дорогущая аренда. Я не знал, какая это дорогая эта аренда или недорогая аренда. То есть это было на то время еще 3500 злотых. И я не сильно локацию выбрал, взял в том же самом районе, где они. То есть, думаю, чтоб наверняка. Да, наверняка. И что? Покупаю оборудование, сразу же я уже... Ловишь штангу? Да, потому что все мои ровесники, мне 21 год, да, все мои ровесники, у них только гульня начинается, тусня, клубы и так далее, я иду в бизнес открывать. То есть выяснилось то, что оборудование, которое я купил, спустя какое-то время не мое. То есть меня просто развели вот так вот. Будьте очень аккуратны в этом моменте, потому что я не ожидал вообще, что такое может быть. Как работает модель обмана? Был человек, который продавал отстемпне, да, то есть есть то есть какое-то оборудование. Я ему заплатил, это были небольшие деньги. Моя вся инвестиция была 13 тысяч злотых. Это вот стоило отстемпне, там, печь, все, что нам было необходимо. То есть, грубо говоря, он его взял, допустим, в рассрочку, и он его тебе перепродавал. Да, да. Ну, как оказалось, он взял его от прошлого еще, но он его взял как бы в аренду, он у него не выкупал. Оборудование было еще прошлого человека, не его. И я начал работать, он благополучно спетлял вообще с Польшей, мы работаем, мы открываемся, но заказов вообще нет. У меня друг остался работать в той пиццерии, я говорю, какая касса? 2, а у нас 200 злотых нету. Я думаю, как? Почему так? И аренда, потом в процессе я выясняю, спроси, какая аренда у этих парней. Говорят, у них аренда 250 злотых, потому что гараж это наследство от их родителей, и это гараж, и они его оборудовали под Dark Kitchen, под пиццерию. Класс. А у меня 3,5. И у них, и вот туда я уже думаю, вот оно, вот с чего надо было начать. Вот она реальная жизнь. Да. Вот он 21 год, вот он желание зарабатывать на бизнесе. Но ты реально в 21 год, ты типа прям вообще не думал об этом? Ну я не знал. Должна же быть какая-то, допустим, логика, что типа я открываю бизнес, ну первый бизнес это же в основном по влюбленности, когда ты... я пытаюсь разобраться. Считается, вот нас сейчас может смотреть кто-то, кому 20. Да, вот все как считают, то есть средняя цена пиццы, да, вот сейчас она чуть выросла, раньше, допустим, она была 30 злотых, да, средняя пицца, цена. Ты умножаешь, смотришь примерно сколько заказов, 30 заказов точно должно быть, да, 30 ты умножаешь на эту сумму, и у тебя есть сумма, ты ее умножаешь на 30 дней, и у тебя аренда 3,5. Ну, то есть ты понимаешь, что ты реально покрываешь эту аренду и зарабатываешь. Вот так я думал просто простой математикой вообще. Ну, просто что в таблице расходов да, больше, чем один пункт, понимаешь? Потом же, я вообще не думал, например, о электричестве, да, если в квартирах мы платим электричество, да, там 200 злотых там, в месяц, 150. Я думал, будет, типа 400 будет. Да. Потом приходят на тебе там 2,5 за месяц, да, там, 2-300. И заказов еще при этом всем нету. Приходит к нам человек, который прошлый хозяин, и говорит, я завтра приезжаю, забираю оборудование. А я его первый раз вижу вообще. А мы там только вышли на 10 заказов в день, то есть там уже настроение появляется, какой-то там азарт, там прошло там 2 или 3 месяца. Говорю, вы кто? Говорит, это типа мое оборудование, оно тут было хранение, у нас договор был, что пока я не найду покупателя, оно будет тут стоять, а я его как бы купил, а оно как бы не мое. Я показываю договор, вот, а он говорит, поздравляю, вот мои фактуры, типа нету между мной и тем человеком, нету договора купли-продажи. Да. Мы тогда, я помню, отважное мое решение, хорошо, давайте на завтра, ночью мы арендуем бус и пакуем это все оборудование в бус и вывозим просто типа украли. На стоянку. Да, мы его забрали, потому что я не хотел его отдавать. Вот так. 21 год, и все, я съезжаю туда вообще. Забираю все свои вещи, ложу ключ под коврик. Офигеть. И параллельно я ищу следующее помещение. Уже подальше. Закрываю, это было jednoosobową działalność, закрываю jednoosobową działalność, в тот же момент ее там все, банкроты. Меня трусит, наверное, месяц, что меня найдут, меня депортнут, вот мой бизнес закончился на этом всем и так далее. И берем уже с того момента, я уже знаю, какая у меня должна быть
на тот момент цена аренды, какое должно быть помещение, какие. И вот с того момента у меня началось как бы уже идти потихонечку вверх. То есть мы взяли помещение в другом районе, потому что в то время, когда мы работали там, мы открылись в последнее время на весь Познань. Там можно ставить стрефы достав, то есть где можно доставлять. Мы открылись на весь Познань, чтобы понять, откуда больше всего идет трафик заказов. И откуда шел больше всего трафик заказов, там я уже искал помещение. Да. Это хорошо, это уже смарт. Да, да. И вот там мы нашли такую маленькую будочку, там была раньше пекарня. Мы А что ты, подожди, а тут поляк, он не звонил тебе? Я не знаю, я вообще все оборвал. Так, а у того же поляка с ним тоже нет договора. Да, соответственно, да, нет обязательств. Соответственно, у поляка могут быть вопросы к тому, которому он оставил на хранение. Короче, тот кинул всех. Да, красавчик. И скажи, пожалуйста, сколько вот эта пицца, мне 2 пиццы обошлось в 54 злота со скидкой. Это была какая-то промоция. Да? Нет, с доставкой еще. А промоция какая? 1 плюс 1. Да. Ну, неважно даже этот. Сколько такая пицца в среднем стоит, там сейчас в Варшаве, либо в Познане, и какая ее себестоимость в производстве? Фудкост какой? В среднем, опять в зависимости, если это на месте, да, можно уже у нас в помещениях, да, есть такая возможность взять на месте, на столике, либо самовывод, либо маленькие столики такие. Да, либо же еще, либо у нас есть столики, у нас в каждом помещении есть там 5-4 столика, где можно скушать на месте. Если это на месте, то важный момент, мы не тратим на коробку, мы даем ее на тарелках, вот коробка это там от одного там, грубо говоря, до 2 злотых, в зависимости от размера. Поэтому фудкост, если люди кушают на месте, это 45% от цены пиццы, это чистой уже идет в прибыли, если на месте. Если брать доставку, опять-таки доставка какая? У тебя заказали ее по телефону, то есть напрямую, да, нету процентов, потому что каждый посредник берет свои проценты, да. И также посредник делится на 2 типа. Он может брать 2 вида процента. Если доставляет их работник, да, это, грубо говоря, я буду так цифры называть, будет брать 15% от заказа, если ихний сотрудник привез, который у них работает. Если от Uber, то 32%. Да, от заказа они берут. Если 32%? 32%? Да, но у тебя нету сотрудника. Да, доставщика. Да, доставщика. Да, я о доставщике говорю. Ну, а маркетинг все равно твой или их маркетинг? А что они берут процент, что не фикс? Ну вот так, поэтому я... 32%? К этому я говорю, Подожди еще раз. Я сделал пиццу, давай вокруг. Я сделал пиццу, продал пиццу за 100 злотых, например, большая пицца, Макси супер мясная. Мясная. Да, за 100 злотых. Из этих 100 злотых, 50 злотых это себестоимость. Ты вообще ничего не зарабатываешь. Да, то есть 50 злотых себестоимость, 30 злотых забрал Uber, да. Еще 2 злотых забрала доставка, ну, то есть коробка. Да. И тут вот мои примерно там 10-12 злотых. Да, то есть 10-15% маржинальности. Да, совершенно верно. Поэтому очень важно в этом. Тут, наверное, знаете, как сейчас правильно? Разделить фудкост, именно если брать профессиональную терминологию, разделить фудкост, сколько в себестоимости сама пицца в изготовлении, это продукты, электроэнергия там и все остальные фокусы. И сколько еще сверху берут разные источники получения лидов, точнее клиентов. Да? Давай сейчас еще раз, вот берем пиццу, которая стоит, допустим, средний чек какой? 40 злотых, наверное. Да, 50. Да. 50. Полтинник, да, берем. Берем 50 злотых. И сколько сама пицца стоит в производстве? Вот если убрать сейчас маркетинг. 22 злотых где-то будет стоить. Где-то 22 злотых. 44%. Да. Почти половину, да? Если еще накинуть там то, что ты начинающий, то, что ты еще нету поставщиков и так далее, то я думаю, до половины можно докатиться. Все, половина, зафиксировали. 50 и 25 ушло. И, соответственно, у нас еще, в зависимости от источника, да, у нас еще есть какая-то стоимость, по сути, клиента, да? И тут у нас так, Uber 32%. И стоимость доставки. Ну, давайте возьмем 30, но сейчас там у них дело в том, что растет, дело в том, что эти проценты ежемесячно могут. Тебе приходит сообщение о процентовании взрослого, типа, спасибо, классно. И все, как бы без... В императивном порядке, да. Соответственно, смотрите, у нас осталось 25 злотых, и у нас Uber берет, допустим, 30% от цены 50. Это брутто. От цены 50. Я прошу обратить ваше внимание. Сколько это в чем-то, в деньгах примерно? 30%? Да. От 50%. 15 злотых. 10-15 злотых. И, соответственно, у нас там было сколько? 25, 30, 40 злотых.
У нас остается 10 злотых. 20% остается. Вот мы доставили пиццу, мы ее произвели, у нас остается 20%. Что-нибудь еще там куда-то тратится? Ну, если считать глубоко, ну, нет, это все, как бы, да. Это типа, Да. ну, База, база. Да, база. Но если открыть Excel-табличку, условно говоря, Excel, с основными статьями расходов пиццерии, Да. вот какой там вот топ-10 будет вообще статьи расходы пиццерии? Аренда. Раз. Топ. Это прям ты, наверное, самое важное. Да. Окей. Называю самое важное. Аренда, Мгм. работник, Мгм. электроэнергия. Электроэнергия. Да. Неожиданный. В топ-3 вошел. Вот в Пите это я бы принес его к таким большим минусам, то, что оно есть, это электричество. Пец конвенцийно, она очень много жрет. Да, вот Окей. и в каждой пиццерии ты печь включаешь в начале смены, и она у тебя все время топит. работает. Да, ты ее Понятно. включаешь только в конце дня. То Окей. есть, Топ-3 есть. Есть еще что-то там добавить до топ? вот топ-3 это вот Да? эти топ-3. А вот для меня, как человека, который все время вел онлайн-бизнес, да, у нас большая статья расходов – это маркетинг, Да, именно у нас привлечение как бы, да, клиента. Какую вообще роль занимает в пиццерии маркетинг? Значительную, незначительную, и что работает по каналам? Время сейчас немножко изменилось. Вот когда я вот начинал 8 лет назад, Тогда были листовки, да? Да, маркетинг был основной у нас, это листовки, да, это была такая затрата, которая на фоне других особо сильно не чувствовалась. И конкуренция была Да, меньше, да, скорее да, всего. да. Сейчас в эру вот этих всех партнеров наших, назовем там популярных самых, да, Uber, Пышная, это они как являются вот и минусом, да, того, что вот 30%, да, они берут, и так и большим плюсом, потому что они влаживают львиную часть в маркетинг, которую ты, ну, не имеешь к этому никакого отношения. Чем ты не занимаешься. Окей. Да. Окей. И этим, как бы, я считаю, в это время это большой плюс, потому что вот новенькие, которые будут заходить, вот те, кто уже начал свой бизнес, они будут знать, что целый месяц каждый из посредников дают, тебя выносят на позицию. В начале, да, когда ты только новенький? У каждого месяца, это у всех 30 дней. Окей. Тебя позиционируют там, в топе 5, в топе 5, в топе 3. Чтобы ты влюбился, остался. Да. И поэтому вот первый месяц, и это стоит, у меня уже за 8 лет появились уже знакомые, друзья, которые именно непосредственно там работают. То есть если сейчас мы открываем номер, я не звоню на инфолинию, там, мы говорим, мы хотим открыть новый ресторан. Я уже звоню тем, кто там работает, и мы уже напрямую это все делаем с человеком, который работает в Uber. И вот у тебя есть целый месяц, тебе вообще не нужно на сегодняшний день влаживать в маркетинг, потому что тебе надо справиться с тем, что тебе дают твои партнеры. А партнер всех берет или тебе как-то тебя квалифицируют? Нет, абсолютно всех берут. Окей. Вопрос. Возьму кусочек и покажу на камеру. Вот это пицца. Да, у нас есть пицца. Видно на камеру? Пицца. Красивая. Почему так много пиццерий? И как... Я себя закрываю, да? Это микрофон мой еще. Итак, вот кусочек. Вот. Вопрос от зрителей, от наших зрителей. Как это вообще все, бляха, работает? Почему так много пиццерий? Как они все уживаются? И действительно ли отличается качество пиццы у разных пиццерий? Типа Вот пицца у за нас- 100 злотых и пицца Вот у за нас 30 есть кусочек, он такой типа крахмально... Чем? Что это такое? Мне Крахмал? нравится, это присыпка такая. Присыпочка, Это кукурузная мука. Кукурузная мука. И, ну, как бы, ну, вот она, пицца. Ну, наверное, вкусную я прям... Эта пицца такая... От стандарт- замороженной пиццы стандартная с жабки да, точно стандартная отличается. польская Да. Да, ну, вкусную, которую я ел, это там в каком-то прям ресторане, если готовят, или в Италии, допустим, Да, я ел да. вкусную пиццу. Все, да, расскажи. Вот если касаемо пиццерий много, да, Вот так. пиццерий много, Спасибо. открываются, но мы вот не видим, как их столько же много и закрывается. Вот этого мы не можем видеть. То есть Да. это романтическая мечта у многих. Мы убрали пиццу, очистили стол, заплатили за нее официанту. Романтическая мечта. Почему? Романтическая Что мечта. происходит? Почему? Я сам задаюсь этим вопросом. Сейчас регулярно провожу какие-то консультации, да, и вот стыкаюсь с такими какими-то... Ты консультируешь тех, Да. кто хочет открыть пиццерию? Да, или вообще маленькую гастрономию. Я не делаю акцент чисто на пиццерию, потому что оно очень все похоже. Похоже, да. То есть одна примерно модель. Почему-то люди думают, что открыть пиццерию – это какая-то сказка. То есть вот у них как-то так, откуда оно взялось, я не знаю. Видимо, потому что они пошли в пиццерию, там очень много народу, либо постоянно так доставки ходят, все такие улыбающиеся, там кто-то сделал пиццу, отдал, люди забрали, сказали спасибо. И вот они это видят, и это у них откладывается в голове.
И почему-то они думают, что это все вот так. То есть ты берешь пиццерию, у тебя есть идея, логотип, меню, и все, бац, и оно... Я тоже так думал, дело в том, что, ну, что вы решите. И поставил человека, и все, оно у тебя начало работать, ты, грубо говоря, ничего не делаешь. Нанял вот, какого-то Мне нравится управляющего. момент, типа поставил человека, и оно работает без Да, тебя. да, вот это И вот вот это ты уже на самое Мальдивах. Да, Да, вот- да, с вот, одной пиццерии почти- в Люблине, да, Да. ты на Мальдивах. Почему это является сейчас причиной? Потому что я на 10-й минуте заканчиваю нашу консультацию, потому что в основном такой у них запрос, что я не хочу Я хочу уделять ничего в не этом делать. Я время. хочу операционного Да, участка. я вообще не хочу уделять в это время. Я поставлю людей и будут приезжать там раз в неделю, просто там, Кушать пиццу. забирать бабки, грубо говоря. Да, а приезжать приходится каждый день, на весь день и тушить пожары, да? Да. Ну, либо... То это мы как раз переходим к рубрике «Кому не подходит этот бизнес», да? Да. Ну хорошо, и почему пиццы, действительно ли эти пиццы разные? Почему какие-то дешевле, дороже стоят? Расскажи вот про это. Очень много из моего окружения говорят, что моя пицца вообще типа фу, например. И вот для примера, 3 года назад я взял помещение в центре Познани после итальянской пиццерии, которая заказывала продукты из Италии, то есть, ну, у них тут пункт перевалочный, и отсюда они, то есть, все на дорогущих продуктах, все такое там топ, итальянская мука, там все до мелочей. Банкроты, ну, разорились. Вкусная Всё, не пицца. вывезли, да? Да, вкусная пицца вообще. У нас в Кракове тоже на одной локации там 2 или 3 пиццерии вот так вот поменялись в течение Да. 2 лет. Да. Почему? Вот в чем, есть же какая-то причина, да? Ну и при этом мне говорят, типа, ну у тебя такое какое-то меню, сделай неаполитанскую пиццу, сделай нормально. Зачем ты да? эту гавайскую Да, зачем тебе, пепперони? да, вот зачем тебе вот это, оно? Ну, типа, и я зашел, да, и у меня через 2 месяца были больше обороты, чем у них, например, вот эти обороты через полгода их не работы. Вот тебе шахи. Пока умники умничают. Да, и кто-то зачем это зарабатывает все деньги. усложнять? И мало того, а почему это так выглядит? Это, да. Тогда сразу же вопрос, какие топ-популярные пиццы? Да, Вот да, не- но не только те, подожди, которые- да, Да, он может я забыть. Я в очередь просто стою. с Хорошо, своим в вопросом. очередь, да. Вот тут мы Да. устраиваем. Да. Вот почему так произошло, да? Как вы думаете, почему так произошло? Вот почему неаполитанская пицца с разными там Потому всякими- что рынку это не нужно. Рынок не готов. Количество людей, готовых заказывать и платить за хорошую итальянскую пиццу, их, допустим, там, я не знаю, 500 человек в месяц. Ну и плюс а это- количество людей, которые готовы жрать пепперони за 30 злотых, извиняюсь, да, за мою прямоту, их 1000 или там 5000. Вот это моя... Разная цель у этих продуктов. Если ты говоришь там про итальянскую пиццу, то это прийти в заведение, насладиться процессом и так далее. А гавайская — это быстро, что приготовили, доставили, нахаваться. Да. Да. Дешево и- Гипотеза, ну, и та, это верно. Это все. Как будто даже целевая аудитория. Там студенты, типа Да, те, кто... да. Мгм. Еще один такой немаловажный факт. Приготовить неаполитанскую пиццу и так далее, все соусы, все составляющие этой пиццы требует рук. То есть это требует еще дополнительных затрат. Если взять грубо суммы, да, по зарплатам на сегодняшний день, то Вплоть один до- человек стоит это 5000 злотых в месяц, например. Вплоть до человека-соусника, Ну, да? Да. И на такую пиццу нужно прийти, во-первых, раньше, для того, чтобы, первое, сделать заготовки. То есть ты уже, если ты считаешь как предприниматель, у которой твоя пиццерия, ты уже оплачиваешь часы работника до того, как пиццерия начала приносить прибыль. Да? Плюс свет, плюс... Несмотря даже на то, что еще печь пока выключена, хорошо, они приходят, начинают резать и так далее. И, как правило, это приходит сразу там вот повар и еще один человек, и вот они это все делают. Потом вот за 2 часа они приходят, вот так средне, с опыта. И вот только через 2 часа начинается старт, вот уже Получается кухня, да. пошел уже убыток до того момента, когда ты еще включил печь и начал пиццерию. Если вот этот убыток уже умножать на 30 дней, вырисовывается уже, например, сумка в месяц. Это 1/2 зарплаты. да, у нас это как бы пиццерия, чтобы все понимали, что тут нету миллионных оборотов. То есть, да, это тоже важно, потому что то, что вы считаете, ну, делите сразу на 2. Ну, потому что... А какие есть обороты? Какие могут быть обороты? Ну вот у нас средние обороты, это очень зависит от сезонности, которую я еще до сих пор не могу понять за 8 лет, потому что мы сейчас в CRM нашей системе смотрим этот же день, например, год назад, да, у нас было оборот там 80 тысяч, да, в месяц. В этот же день сегодня мы смотрим, у нас 58 тысяч. С чем связано? Праздник, не праздник, погода, не погода. Вот там каждая тонкость, она играет как бы какую-то роль.
Ну, в целом, сколько там небольшая пиццерия, если вот, и вот взять вот этот уровень, когда их много онлайн даркиченов, допустим, без столиков. Типа мы с пацанами решили, откроем пиццерию втроем, этот готовит, этот доставляет, а этот там... Втроем много, вдвоем идеально. Вот. Сколько она может давать оборота и вот чистой прибыли? я назову оборот, да, и чистую прибыль, которая уже вот точно проверена даже на моей вот варшавской пиццерии, которая была. Оборот 50 тысяч дает тебе 10 тысяч злотых чистыми. Супер. Это до уплаты налогов. Да. Окей. Соответственно, 40 тысяч это у нас расходы, исходя из этого. И еще, если одну цифру к этому добавим, то тогда Черняк был бы доволен. Я отвечаю на этот вопрос, различие пиц важно от модели. Да? Если у тебя есть бюджет открывать пиццерию на главной улице, на большом проходнике, и у тебя доставка идет как бы вторым планом, да, не первым, как пицца у меня. На броварах. Пицца на броварах варшавских. Тогда имеет смысл вот это делать, потому что там немножко другая целевая аудитория людей, которые приходят покушать именно такую пиццу а-ля Италия. Да? У нас все-таки это большая часть доставка. На доставку для поляка, наш клиент в основном раньше был поляк, сейчас уже это выровнялось примерно. Это главное, два фактора. Первое, быстро. Второе, горячее, чтобы приехало. Остальное... Я думал, быстро и дешево. Ну да. Быстро, я думал, что катание солидно вообще-то. Ну, и есть процент, но он небольшой, которые там тебе напишут, ну, типа, складники могли бы быть лучшей якости, но их очень мало. То есть ключевое, если она приедет быстрая, она горячая, а любая пицца, которая приедет горячая, и она не сгоревшая, она будет вкусная. И она нельзя там сказать, фу, ну, типа, невозможно как есть. можно контролировать горячесть, кроме скорости? Да, вот это одна из таких проблем, которые особенно зимой, вот каждая пиццерия с этим будет сталкиваться, это вот с этим нужно бороться. Особенно это уже зависит дальше, перепрыгивая. Последнее звено доставки пиццы. То есть ты можешь сделать супер классную пиццу, если она остынет, но какой-то подрядчик, который взял 30% и так далее, может зафакапить просто. Да, смять. Это отдельная тема. Ну, если подразумевать, то все пиццы среднего уровня, они плюс-минус из одинаковых продуктов делаются. Да. Плюс-минус одно и то же все. Большинство все берут в одном нашем метро, их макро. Да, большинство. То есть, я сейчас еще раз хочу именно акцентировать на этом внимание. Пиццы, которые вот в среднем сегменте, они, по сути, все выделяются за счет маркетинга. Да. Потому что они по факту одинаковые по всем складникам. Плюс-минус, да. Плюс-минус одинаково. Соответственно, вы представьте сейчас себе, вдумайтесь в эту ситуацию. Все, что есть на Uber Eats, это в основном средний сегмент. Ну, да, так оно есть. И вы понимаете, что, по сути, ты можешь выделиться только, я так сейчас смотрю, двумя вещами. Это названием своей пиццерии. Но в основном они там пишут итальяно, челентано, сицилиано, пепперони, пепперони пицца, паста. Тем, как ты какой-то логотип нарисовал, типа брендинг, и ты даже меню не можешь выделиться, потому что меню у всех одинаковое. Ну, фотки, похоже, да. Тогда ты можешь сделать классные фотки, ты можешь сделать лучше фотки. А дальше это отзывы. С одной стороны, а с другой стороны, отзывы сейчас произошла такая инфляция отзывов, что просто если там меньше 4,7, то уже никто и заказывать, наверное, не будет. Да, я заказывал пиццу. Боль наша. Я заказал пиццу. Значит, 4,6 ниже я не смотрю. Вот. Почему? Это Это незаслуженно все. Да, такие, ну, я понимаю, что как бы чисто технически я не прав, что кому-то понравится, кому-то нет, но глобальная психология работает так, потребителя. К сожалению, очень большой. Так, ты получил ответ на свой вопрос? Все, да, я У меня тут очередь была, стоит 3 чувачка, и тут третий подошел и говорит, мне надо очень сильно, я прям спешу, мне на поезд надо. Ты просто говорил про сегменты. На какие бы ты вообще сегменты разделил вот бизнес пиццерий? Вот какие? Ты имеешь в виду сегменты самой кухни? Или да, вот сегменты этого целевого нашего клиента? Наверное, там целевого сегмента, либо да. Ну, если брать мою модель, да, то у нас это очень большую часть занимают студенты, да, в студенческое время. Это мы везде ночные в основном, да, мы везде ночная пиццерия. То есть наш основной клиент это студенты. Голодный ночной студент. Да.
Это хорошее нишевание, да, под это может быть и название, и креативы. И и чтобы его заманить в начале, акции. много не надо было, это просто знижка студентская, да, мы делали там 10%, и этого хватало. То есть им этого было достаточно, нам звонили, а знижка студентская есть, типа, и нам этого хватило, в принципе, чтобы как-то не в короткие сроки его приманить к себе, этого клиента, студента. Дальше семьи. И семьи такие 40 плюс люди. Вот, тут уже на семью, похоже на семью. Конкретно на семью. То есть это, скорее всего, там 2-3 пиццы, да, заказывают? Да, это побольше потому что студент заказывает в основном самые дешевые стандартные пиццы, и потому что на компанию, потому что они скидываются на эту пиццу явно, и еще и на скидку студенческую. То есть это гавайская и 4 сыра? Нет, 4 сыра — это одна из самых дорогих. Да? Да. За счет разных сыров. Это маргарита, салями, пепперони, капричоза, везувио, там где просто ветчина, двойной сыр. Это вот такие стандарты. Вот, поэтому какие еще сегменты? Наверное, компашки, не корпоративы, если не студенческие. Офисные работники. Да? Они тоже скидываются? Да, либо фирма. Буквально вчера у нас вот пришел заказ, это даже не офис был, а это универ какой-то был у них, не знаю, это не инаугурация, но что-то такое в универе. И у нас там заказали 18 больших пиц, 80 бутылок воды. То есть... Причем на воде вы, скорее всего, больше заработали, чем на пицце, да? Ну, вода вышла там что-то под 570 злотых, только вода, когда можно было заказать, не понимаю, на Глова через бедронки, той же самой заказать. Вот. И такие регулярно. У нас раз в неделю заказывают такие массовые, это там по 16, рекорд у нас был там 30 пиц, сразу же мы везем в какое-то, на одно какое-то большое... Какая тогда пропускная способность пиццерии? Сколько может вот такая пицца, вот в нашей модели, собрали с 3 друга, за час, допустим, сделать? Сколько можно пиццы? Вот тут зависит, конечно, от опыта. Например, если брать мой опыт, еще тогда, когда я был помоложе, поэнергичнее, да, я выкручивал человек, очень которому много. 29 лет. Но, я выкручивал очень много. То есть я мог один выкрутить там 100-130 пиц за смену, один даже там без помощи. За смену это 10-8 часов? 11-12 часов. Это, грубо говоря... То есть 10 пиц в час? Уже 100 пиц, если у тебя за день, это ты уже вообще не приседаешь. То есть ты вообще стоишь ровно возле станка и просто херачишь эти пиццы. Вот. Сейчас мне уже сложно. Я уже прям, наверное, скорее всего, не знаю, как меня надо замотивировать. Разве что мне сказать, что если ты сделаешь там 120 заказов, ты сверху получишь там $5000. Я говорю, ну тогда ладно. Тогда я это сделаю. А так... Не, ну ты же вышел на другой уровень. Ты сейчас можешь не пиццы накручивать, ты можешь накручивать новые точки пиццерий. Слегка твой мозг уже кайфует от задач другого уровня. Да. Окей, а если мы возьмем, разделим, покрутим сам бизнес пиццерии по именно формату заведений. Вот я знаю, что есть вот dark kitchen, да, когда к тебе не могут прийти, это по сути на вынос. И есть, как называется, не dark kitchen, то есть как бы кафе-ресторанный формат. Как маленькая кафешечка такая. Да. Ну и третье, я бы выделил отдельно какие-то бутиковые, нишевые вещи, допустим, мы там итальянская пицца, мы там еще там какая-нибудь. Ну какая может быть еще, если а есть еще, кстати, какие-то другие, или только это направление? Ну сейчас там что-то придумывают, какие-то там закрытые пиццы, уже почти это не форме, уже там пиццы, которые уже не в форме пиццы, там есть, прямоугольные. Да, я, честно говоря, туда даже не смотрю. Давай перефразирую вопрос. Какие сейчас как бы тренды, есть какие-то тренды вот этой пицца-фуд индустрии? Честно говоря, за сильно трендами я не слежу, которые сейчас появляются, потому что неинтересно. Не хочется забивать еще какими-то трендами, потому что ты потом думаешь, блин, может быть, я что-то делаю не так, может все опять закрыть и заново какой-то тренд, потому что мне кажется, это больше сбивает меня с пути, чем... Что мы добавили еще в наше меню, это вот в тренды, это пицца называется пентрова, да, это двухэтажная пицца. Ух ты. Это для тех, кто может вдвоем наесться пиццей 30-кой, это идет, например, тесто, соус, сыр, какое-то складники, да, положим, курица, потом наверх раскручивается еще раз тесто, потом еще раз сыр, соус и, например, еще другой какой-то складник. И у тебя получается двухэтажная вот такой пирог пиццы с двойной порцией сыра, там, где ты кусаешь, еще метр тянется у тебя сыра, и вот такие у нас, то, что мы добавили, вот недавно. Ну, это как лид-магнит, да, такая как фишка. Да, потому что все таких акций. Я видел из того,
того, что отличалось по офферам таким, это сыр в кромке. Да, да. Кто-то там Что это такое делал. кромка? Кромка краешек вот этот, который Бортик. обычно... Да, бортик, который выкидывают. Все, понял. А он имеет право на жизнь, его надо тоже Pizza Hut потреблять. так делает. Также сосиски заворачивают в Бортик? В бортик. То есть по Прикольно. краям есть еще сосиски. Это тоже... И а если диетическое, то кабаносы, да, получается? И когда делают бакеты, ну, то есть как бы корзины, ты заказываешь себе пиццу, ты заказываешь себе там ножки куриные, наггетсы, еще, и тебе прям бакет такой приносят семейный Да, набор. да. Не знаю, насколько это популярно, но меня такое соблазняет. Окей. Окей, этого убрали из очереди, ушел чувака. Да. Следующий тут еще такой стоял тоже давно, просто он Ну, уже ноги болят у него. Сколько стоит открыть пиццерию? Опять-таки был еще вопрос перед этим человеком по моделям, да? То есть ты задал... вот и- ЦА ты имеешь в А виду? он уже ушел, А, он он уже не ушел. дождался. Вернись. Был вопрос по поводу моделей, да, вот со столиками, да, чисто да. от этого зависит как бы вот этот второй человек, да, которому я хотел. Потому что есть как бы у меня две модели, которые я от нуля прошел. То есть это Dark Kitchen, то есть это только кухня и отбор властной пиццы, и Окей. все, ничего больше, просто клиент пришел, отдал пиццу, и доставка, только доставка. И вторая, это уже, например, 5 столиков внутри и 6 столиков, например, на огрудке. Это да? когда ты можешь уже работать на Да, поток, да, на да, проходящий да. поток. когда Там уже локация. немножечко все кардинально меняется, потому что там добавляется у нас алкоголь, да, у нас есть вино, у нас есть там пиво, у нас есть дески серв, дески вендлин, то есть это уже такое... Там уже добавляется маржинальность, да, судя по... да, там добавляются просто еще другие как бы товары, и это, отвечая на твой вопрос, по цене, если брать чисто вот Dark Kitchen, с чего я начинаю вообще, рекомендую начинать вообще в этом бизнесе, это заходить, не брать ни в коем случае большие какие-то пиццерии, помещения и так далее, начать хотя бы на годик, чем мы вот сейчас своим партнерам, новым франшизи, мы конкретно вот только так с этого по ступенькам. И они сами к этому пришли, мне это очень радовало, что мы хотим чего-то начать, поработать и только освоить потом. вот этот бизнес-процесс потому маленький, что а это потом- ключевое, да. Окей. И дальше шагнуть вперед. Поэтому на сегодняшний день, по примеру, да, вот сейчас мы открываем прям в Познане в сегодняшнем моменте Это для себя или для клиента? для клиентов. Мы взяли помещение с оборудованием уже за 23 тысячи злотых. Ну, звучит недорого. Да, 23 тысячи злотых. Очень много хейта, потому что почему-то все думают, что это какой-то развод, и не верят в то, что можно открыть, например, взять оборудование с помещением за 23. Естественно, был торг, был процесс негоциаций, да, цена изначально была там на 10 тысяч дороже, но вот за это взяли. Параллельно сразу же открывается вторая с моделью, с огрудком и со столиками. Мы взяли за 34 тысячи злотых. Насколько со метров? всем оборудованием. Это отдельное помещение, большое, там где-то порядка 65 квадратных метров. Ну, то есть это не мало. И большой огрудок. Вот так по цене, отвечая на твой вопрос. Окей. Такая вот разница. То есть, по сути, в старт мы относим две больших статьи расходов. Это помещение и оборудование. Да. Да? Да. А по скорости запуска? Там же есть, если мы говорим, допустим, давай возьмем тяжелее вариант, это оффлайн точка с тем, чтобы были столики. Это ж кроме регистрации лицензии на алкоголь, санэпида, что еще? Ну, поиск сотрудников, подбор и так далее. Смотри, мы всегда делаем так, что даже если эта модель уже со столиками, мы начинаем изначально с того, что мы запускаем модель доставки. А параллельно, пошагово, глупо терять время, да, ждать на все эти разрешения и так далее. Мы запускаем доставку, уже идет возврат как бы средств, и параллельно мы делаем, подаем внесок на алкоголь, и все, что расширяем меню, смотрим, тестим, это уже нам не мешает. Поэтому время открытия, вот, чтобы подписать всех, это где-то, грубо говоря, с запасом даже это 3 недели. Уже когда у нас есть умова найму, помещение, все уже есть, вот мы с этого момента уже начинаем, да, чтобы подключать этих всех партнеров. Самый главный документ – это умова найму, да, куда мы должны эту первую бумажку, это все высылать. Вот с этого момента вот 3 недели с запасом. И просто вы берете помещение сразу же, у которого уже был отбор санэпида, Да, чтобы как да, бы это, не тратить на это время. Да, это тоже важный момент, потому что можно взять, я брал и такие помещения, если, например, был даже месяц перерыв, я вот не помню, либо месяц, либо 3, когда вот закрылись, да, и оно просто стояло 3 месяца. Тогда нужно проходить процедуру заново, то есть самые важные документы, это анализ воды нужно и анализ по вентиляции. И их нужно заново делать. Если перерыв, как в нашем случае, его нет, то есть сразу клиент вот не работает 2 недели, нашелся мой покупатель, то есть мы ничего это не делаем, все остается от прошлого,
все вот эти Просто разрешения. меняете название компании, да? Да, перезаключается просто на новую компанию все. Мгм. Окей. Классно, мне нравится, интересно. Есть вопросики еще какие-то? Есть, но я могу уступить Давай место в очереди. я задам вопрос такой по поводу денег. Давай обсудим какие-то конструкции, сколько можно зарабатывать. Если это там dark kitchen, не dark kitchen, о каких цифрах идет речь? Ты назвал цифру в 10 тысяч. Да. Можем еще какие-то обсудить конструкции и Но покопаться? это акция контора из 3 друзей. Можно другие Да, форматы, и вот да. интересно покопаться, какие еще бывают вещи. Ну вот это очень сильно зависит от самого человека, который будет открывать эту пиццерию. Да. Да. Вот, например, если возьму я себя, да, вот я открывал в Варшаве. Мгм. У меня была какая цель? У меня была цель, например, как можно быстрее купить вот то, что я вложил, потому что я сюда приехал открыть пиццерию не с целью там открыть франшизы там и так далее. Я хотел потестить столицу, потестить Варшаву, мою модель, сработает она или нет, и какая будет, как быстро я ее окуплю, например. Поэтому я каждую пиццерию, которую открываю, я уделяю 3-5 месяцев, я вообще не ищу поваров, я стою сам, я беру. И вот это ключевой очень такой момент, если, например, ты уже отметаешь самый такой повар, да, он самый такой дорогой из персонала. Курьеры, они не такие, не такая затратная Ну, часть. ты, как- в смысле, один из поваров? Да, я один, я вообще никого не беру. Не один из поваров, Нет, а Я один один, повар. единственный, Ты один. единственный. Да, Окей. почему? Потому что чуть возвращаюсь, эта вся One модель man сделана таким образом, и чтобы вообще было очень мало людей. Я ушел, я не хотел вообще вот этого изначально, чтобы была большая команда, потому что люди — это геморрой, и если он не сначала начнется, то он начнется через месяц и в самый неподходящий момент. То есть ты, грубо говоря, можешь вести пиццу один. Если, Да, ты, да. если ты работаешь через заказы от партнера, который берет 30%, да, там. Но его можно не брать. Да. Ну, условно говоря, если ты не да, хочешь заморачиваться, да, то да. ты даже один Один на да, ЙОДГшке совершенно- можешь себе... Совершенно верно, да. Брать себе 2 выходных, чтобы вообще не, например, Не там, сгореть. вторник. Да, и вот это хотел сказать, что это долго не держится никто в этом. Вот, потому что это вообще Ты сильно. подожди, сейчас. Я правильно понял, что ты 4-5 месяцев, допустим, сам стоял и Да. крутил пиццу по 8 Да, часов? Да. Это я бы сказал побольше. Побольше. Да, мне было к моменту окупаемости. Я вложил 50 тысяч в варшавскую пиццерию, да. Я ее окупил за 6,5 месяцев. Мгм. Это за счет того, что ты, по сути, снизил расход на... Да, повара, да. да, Ну, на я в Варшаве работал, чуть привру, работал тут 3 месяца, не много. Я 3 месяца работал, на 3-м месяце я уже начал искать подбор кадров на мое место. Это занимает очень много времени, потому что найти адекватного человека в кухню, который заменит тебя и будет делать выполнять так, как ты это делаешь, занимает... С твоим выхлопом. Да, занимает время его обучить, потому что я беру всегда с нуля. То есть человек, который ни в коем случае не беру вот таких там либо поляков, либо наших, которые я 15 лет прокрутил пиццы, вот таких сразу отметаю вообще. О каких заработках идет речь? Почему тогда люди открывают пиццерии? Да, мне тоже интересно, как в Просто этой... смотри, 4000 злотых можно заработать во многих На разных складе. местах. Ну, я не хотел это говорить, но да, можно и в Бедренке, да, заработать условно. То есть в чем логика? И как в этой сфере зарабатывать там десятку, хотя бы там 10 тысяч долларов в месяц? Отвечаю на 40, вопрос. это 40 тысяч Да. злотых в месяц. Да. Ну, желательно не из 10 локаций, как-то поменьше, чтобы их было, да. Ну или может с 10. Давай послушаем специалиста. Опять-таки вот по выбору, да, какой смысл, да, вот если человек приезжает в Польшу, да, и либо это студент, либо не студент приехал с деньгами, да, моя целевая аудитория клиентов, да, на пиццерию, я ни в коем случае... Типа на франшизу. На франшизу, да, это не те люди, которые там бизнесмены с опытом и ищут, куда вложить деньги. Им нужно уделить время, во-первых, вникнуть это самому, но как ты можешь руководить пиццерией, если возьмем опять немножко... Если ты не знаешь разницу Если между тебе позвонит, помидорами и если тебе огурцами. позвонит с кухни и скажут, у меня пицца прилипла к сетке, что мне надо сделать? А ты кто? Что ты там откуда сделал? ты знаешь? Что надо сделать? Что ты ему скажешь? Это один Да. маленький пример, маленький нюанс, А ты который скажешь, может- а там есть сетка? Выкинь ее, просто бери новую сетку. Ну, типа, это как пример. Окей, Вот, хорошо, один из. возвращаемся к 4000. Да, возвращаемся. Какой вариант вот у людей, которые приехали в Польшу, 2 варианта: идти на склад, да, или Смотри, на Uber. Можно на на Uber. Uber зарабатывать 6000 злотых. да, На Toyota Prius. Да, ну на Uber Да. 6000 злотых. можно на Uber заработать, можно пойти в Жабку, можно много вариантов, Да. но везде на Uber
как бы особо, не знаю, как по мне, не сильно перспективно. Я работал на Uber не тоже. Ну, скажем так, карьерный рост там не особо предвидится. Да, но я сам работал на Uber, Да. был момент, поэтому знаю, о чем как бы там, как это все происходит. Я Есть, очень и хочу что поработать дальше? на Что Uber. дальше? Да, вот человек получает умову о праце, да, вот он работает, получает там 6 тысяч. Если ты вообще студент, ты же получаешь даже за десятку на статусе студента, да, Ну у тебя да, там до 26 да, лет да, ты до 26, вообще да, не платишь вот, налоги. вот. И ты работаешь, и, ну, конца как бы особо не предвидит. Ты либо перейдешь на другой какой-то склад. Сейчас Если 50. студент, у тебя кончится твой возраст, ты в итоге перейдешь все равно, в конце концов, на ту зарплату, которая у тебя Да. Ну, была. Типа отрезать. Окей, То есть ну-ну. ты к тому, что тут ты работаешь на себя, у тебя свобода и возможность проявлять свое творчество, Да. а там Ну, ты все-таки ключевое, я бы выбрал должен быть деньги. какая-то некая свобода. Во-первых, у тебя нету кто-то, кто стоит над тобой, кто переживание, например, того, что вот он типа не даст мне залончик номер 1, если я не продлю карту по быту, например. И это очень важный, как по мне, вопрос. Это вот сейчас карта по быту, дальше резидента, обывательство, да, сейчас все эти вопросы задаются, и у тебя тут есть два варианта. Либо быть под кем-то и постоянно От него что-то зависит, изменится, и все, и до свидания, и ты все, ищи дальше. Либо ты уже сам на себя работаешь, от себя уже идет этот процесс, параллельно ты становишься в этом бизнесе оборотным, то есть там у нас каждую неделю, да, то есть приходят, уходят деньги, ты становишься интересен банком, да, уже это Кэшфлоу второй, есть, да, да. есть кэшфлоу, да. То есть дальше ты можешь с этого бизнеса начать взять, например, квартиру в кредит, да, уже не выбрасывать эти деньги куда-то хозяину, да, а уже как-то аккумулировать свои средства. Машина, ну то есть так же самое. Вот отвечая на твой вопрос, в этом разница. То есть разница в том, что ты имеешь больше разных там социальных возможностей, Да. работая на себя. Хорошо, а Это если я это... по своему чисто опыту, вот вот какая была бы моя дорога одна и какую я выбрал свою, да, например. Ты выбрал дорогу, ну вообще, речь идет о том, что ты либо выбираешь стабильную, спокойную дорогу, но это типа по найму и под кем-то, Да. либо ты выбираешь дорогу, где ты предприниматель. Да, ну опять-таки наверное, это не зависит. бизнесменом, а предпринимателем. Да. Что Опять-таки бизнес. от кого, как, это все от человека, наверное, напрямую. Кому-то на 100% спокойнее работать на кого-то, да, и не переживать, получать одно и то же, и все время. Ну да. смотри, на 4000, как можно на 4000 Ну, нормально жить? 4 тысячи, это я опять так... За еду тебе платить не надо, ты ешь пиццу. Смотри, Да, но 4 только ты тысячи потом я будешь жирный. обобщил, так, чтобы было примерно такие суммы. Ну, я вот взять пиццерию в центре, да, я вообще не участвую во внутренних работах. Ну, бывает, конечно, там кто-то заболел. Это в твоей. Да, это у меня одна моя, я я уже не беру больше одной. Ты остальные распродаешь. Да. Окей. У меня с нее как бы не 4 тысячи злотых, у меня порядка 8-10, опять-таки в зависимости от сезонности. Копеечка капает, окей. Да. 4, я бы сказал, что это на начальных этапах, потому что сумма увеличивается от вашего времени работы. То есть, если ты год, клиенты накапливаются, растет оборот, и в среднем вот нужно просто прикормить своих людей, свою базу клиентов, и от этого будет расти оборот. Это может быть 1 месяц 4 тысячи, да, ты чистыми себе вывел, второй ты выведешь 10, например. Либо в обратную. Гастрономия, это вот она, вот такие вот качели, и оно, не знаю, мне кажется, вот все со мной согласятся. $2,5 с одной точки уже. Да, и Чуть-чуть опять-таки, ну, то же самое сравнить с той же, например, ты сидишь в бедренке в кассе, да, ну, у них 3700, насколько я знаю, сейчас зарплата официально, ну, у меня там просто работает бывший там кто-то знакомый, и вот они там сидят, и вот 3700 плюс какие-то бонусы, которые они там дают, потом через какой-то месяц там типа ты там что-то не сделал, они эти бонусы забирают. И вот Мне понравилась конструкция бывшая знакомая. Я не хочу тебя больше знать. А может, такой вопрос. Существует ли способ зарабатывать в этой нише, допустим, 20 тысяч злотых? Да, взять еще одну пиццерию и умножать просто да, как бы эту ситуацию. Да, и это вполне реально, то есть все Окей. зависит от
твоей команды. То есть вот почему я говорю заходить. А что это даст? Ну вот, допустим, если в разных городах и он не занят, то я понимаю, там есть смысл как бы разложить. Типа. А если ты в одном городе, допустим, живешь в Варшаве, больше. покрытие? Да, просто покрытие типа, по разным районам, да? Ну, типа Макотов и... Да. И типа разные концепты. Да, потому что у нас везде как бы до 3,5-4 километров мы довозим с одной точки, да, как радиус. бы внутренняя конкуренция, по сути. Ты сам себе с одной стороны создаешь конкуренцию, а с другой стороны ты отбираешь от общего пирога. От общего пирога отбираешь, да. А в целом то есть растет? открыть еще одну пиццерию. Да. Ну вот у меня с 2 пиццерий было трудный момент, потому что было в 2 разных городах, да, то есть в Варшаве и в Познане, и, например, 2 раза у меня распадалась команда в Познане, за 2 года, да, я тут жил и вел пиццерию, и вот эти такие моменты, если бы они были в одном городе, я находился локально, это без проблем вести, даже 2, и я вел сразу 3 пиццерии, это реально, даже вести 3 пиццерии. Ты их вел как, ты имеешь в виду, как руководитель? Да, но они были мои, это не были франшизы, то есть все на моей фирме. Управляющий. Да. И это тоже реально сделать, опять-таки, все как от команды, от твоих воспитанников. То есть зафиксируем так. В среднем, если ты говоришь от 5 до 10, то это значит, пусть там 7 тысяч злотых, в среднем уже когда ты выходишь на объем, можно чистыми зарабатывать с одной пиццерии. Да. Способ и инструмент масштабироваться – это масштабировать логично, что как бы вполне себе, масштабировать пиццерии. У тебя была одна, стало 2. Да? Да. И это с учетом того, что ты крутишь или не крутишь пиццу? Не кручу. Это не крутится. Но самое важное понимать не сразу, да? Не сразу я стал не крутить, подкручиваю. Вот шабаш, мы сейчас с вами сидим такие красивые, позавчера я там херачил. То есть ты когда новую точку открываешь, вначале крутишь и параллельно хочешь сказать, что работник заболел, да, это вышла суббота, да, и ты так, если ты в субботу не откроешься, да, ты потеряешь 5000, да, грязными. И ты думаешь, ну, закрыться, да, поехать на подкаст. Отдыхать. Да, либо же поехать поработать. Я всегда выбираю поехать заработать. Закатываю рукава, пошел работать. И такое есть, и такое будет. То есть, я говорю, это не сказка. Это бизнес, это нужно управлять этим и быть начеку. То есть, и быть еще параллельно психологом на каком-то уровне своих коллег, сотрудников. А иногда и тарологом. Да, иногда и тарологом, да. Сравним этот вид заработка, этот вид бизнеса, микробизнеса такого с другими какими-то альтернативами. Вот, например, слышали, есть франшиза Жабки, может? Удивительно, да. У нас есть видео на канале. Сейчас появится подсказочка. Смотри, есть франшиза Жабки, есть Бафра Кебаб, есть кофейня. Да, ребята, есть салоны красоты вообще-то. Это тоже тема. Массажные салоны с балийками. Есть балийки, балийский массаж. Давай вот типа как-то размажем эту ситуацию и вот обсудим. Можно еще кофе-автоматы купить автоматические, понял? И не участвовать в операционке. Ну и крипта. Ладно, это уже типа шах и мат. Но вот давай обсудим вот эти вещи реальные, не виртуальные. Кому подходит именно... Возьмем там первое, что вот Бафра, Кебаб и вот, например, Жабку, да, не хочется матюкаться. Да. Поэтому... Не, мы конструктивно. Да. Я могу дельфинчиком запикать, да. Мы, конечно, можем дельфинчиков, но давай типа конструктивно, типа вот да, не поддерживай. Ну, если брать себя, в жизни бы не зашел. Ну, я был на встречах Жабки, мне было интересно, появился оффер, да, вот такие там суммы, там туда-сюда, я встретился с представителем, сразу же понял, что нет. Ну, то есть... Почему? Нет, почему, да. Очень, как бы, у них там какая-то недодумка, вот порог входа понятен, да? Или как раз-таки додумка. Да, или додумка наоборот, потому что это там явно работает такая команда адвокатов, которые конкретно вообще знают все. Так, вот хорошо, легко как бы туда зайти, а вот выйти... Вход бесплатный, выход платный. Да, и он не такой, что прям платный, он конкретно губительный. Пожизненный. Да, пожизненный. Окей, то есть первое это какая-то комбинаторство с тем, что в случае чего сложно выйти. Да, ну бизнес для чего, он как бы для чего должен, ну вот ладно, небольшая инвестиция, да, если брать гастробизнес, и в случае чего нужно хотя бы вернуть свои деньги, которые ты вложил, и сделать это не в течение там своих следующих 25 16 лет. Ну да. Да. Хорошо, Бафра, понятно. Бафра, наверное, тоже. Просто сложно выйти. Аналогично, да. Окей, а кофейни есть и салоны красоты. Давай вот. Кофейня это вообще тоже от консультаций много по кофейне, в основном это от девушек идет. Я хочу кофейню. А что ты сейчас акцент поменял? Ну, чтобы добавить изящество. Сейчас нас девушки, женщины захейтят. Скажут, что мы кто? Как называются эти люди? Которые хейтят, как бы, не сексист. Скажут, что мы сексист. Ни в коем случае.
Приходят девушки, да. говорят, я хочу открыть. Да, Таким хочу голосом. да, Они говорят, я хочу открыть кофейню. Может, они тебя хотят, они... Возвращаясь к тому, что это вот в голове у них сказка. То есть вот во всех кофейнях, где они были, это варшавские, да, вот ну, эти типа Green Starbucks Cafe хотят Nero, открыть. да, Вроде как Starbucks. маржинальность там неплохая. Да, естественно, на кофе большая очень маржинальность, Да, если брать самого кофе. Хорошая точка и to go, то... Да, но опять-таки возвращаемся к тому, что они не хотят в этом участвовать, то есть стать самому, проработать, понять, как это работает. Проработав в кофейне, они поймут, что не совсем кофе там главный продукт, а сама все-таки кухня. То есть Апселлы, да? Да, потому что это ключевое, потому что даже с кем я ходил там на встречи разные и так далее, все равно обсуждается там вкусное кофе, а еще у них вкусные пирожные, например, да, и то есть мы уже чуть-чуть отошли от кофе, главный продукт это еда, все равно. А если есть алкоголь, то Да, алкоголь. Да. Окей. Поэтому, как по мне, ну, кофейня для меня тяжелый бизнес. Я туда все-таки для себя искал что-то вот полегче. А почему? Сказал человек, который 100 пиц в день может крутить. Ну, понимаешь? а почему Ну, вот тяжело? у меня нет опыта, я не могу сильно об этом как бы восславливаться, потому что я не открывал кофейню, не проходил всю эту процедуру с нуля, я не могу сказать, как, может, чтобы это не было в упрек тем, кто открыл кофейню, например, скажет, это какую-то фигню роль. Ты же понимаешь, сейчас люди будут смотреть интервью и думать, ну, окей, классно, спасибо, зачем мне открывать пиццерию и зарабатывать 4000 злотых? Тут все Типа равно... не готов я такие риски Типа нести я все равно за- типа чем-то рискую, вот эти всякие спилки, пиксели, песели ваши Пускай лучше открывать. будет так. Пускай лучше будет так, чем я скажу, что у нас будет одна пиццерия приносит 20 тысяч злотых. 20 тысяч злотых, и по факту это будет не так, и что, кем тогда ты являешься, кем являюсь я, и как это вообще все выглядит, и как происходит вот с теми франшизами, которые мы перечислили, потому Да. что именно ровно таким способом так оно и происходит. Окей, Поэтому интересно. я цікаво. возвращаюсь, хочу обратиться просто к зрителям. Перед тем, если Может, вы в надумали, камеру если прям вы скажи надумали это. брать франшизу, возьмите статистику с каждых точек, с каждых партнеров, и посмотрите реально, какая ситуация. Еще лучше, у вас есть возможность познакомиться с каждым из владельцев, то есть объехать, уделить месяц этому и провести полный анализ Интервью. всех партнеров. Причем да. желательно без франшизодавца туда заходите. Да. А Без- общаться без- с франшизобёрцем. Да, Иначе с будет такое, франшизобёрцем. что у него тут улыбка и Да. грустные брови. Да? Да. Без представителей сами просто выйти на контакт. Это сейчас несложно выйти на контакт с владельцем, например, той же Жабки. И, Ну во-первых, это нужно только прийти в воскресенье в Жабку. Да, и ты сразу вышел на контакты жабки. Да, это если брать Жабку. Чем ты И занимаешься? Да? Да, и как выглядит твой день, операционка? Вот. Конкретно прямо сейчас, да, сегодняшнее, да, в то, что я Ну сейчас вот делаю. да, Да. да. Сейчас мы... Пишем подкаст. Да, пишем подкаст. Открываю я сейчас 2 франшизы. То есть ты занимаешься тем, что ты помогаешь предпринимателям открыть, запустить франшизы пиццерий. Да, вот таким людям, которые, например, одни клиенты, могу по примерам даже, да, 2 парня, которые работали на погрузчиках в Бедренке, заработали себе в свой капитал, да, небольшой. Допустим, по относительно. 20 тысяч злотых, да, по 30. И решили перейти все-таки на свою... На свои хлеба. На свои хлеба. На свои пиццы, я бы Это, сказал. это, собственно, моя целевая как бы аудитория, с кем я хочу и буду работать. То есть, грубо говоря, первый бизнес Да, людей, которые готовы закатать рукава, да. хотят работать на себя, иметь свой бизнес с возможностью дальше масштабироваться, но понимая, что придется проделать эту работу своими руками. Да, да. Вначале. И ровно параллельно Так, понятно. это семейная пара, муж и жена, по той же самой схеме приехали в Польшу, трудоустроились, заработали, отложили, также тоже та же самая цель, перейти на свое, не зависеть, дальше развиваться в этом направлении. И сколько стоит услуга это или франшиза? Франшиза стоит, то есть цена вот оборудования, все, что связано с помещением, которое арендует, то есть это оборудование покупается франшизоберцами, да, и Ты это можешь ихняя помочь власть. подобрать, Я да. подбираю, это не то, что могу, я это делаю, это обязательно как бы в то, что я делаю. Но это они же не смотрю. знают, они не знают, 5 конвенцийно, Не что делают, такое. но Надеюсь, это чтобы люди, не которые взяли знают- онстемпное Да, и не да, было. да. Это люди, которые вообще не знают ничего, ровно так же, как я не знал ничего тогда, То есть когда ты я прям начинал. с нуля готовишь Да, пиццерийщика. да. И я вот сделал все так, вот когда я пробовал, мне хотелось к кому-то обратиться зачем-то, и мне просто некому, да, было, потому что, кому ты обратишься, вот кто тебе скажет, кто тебе расскажет, кто покажет. И я набивал шишки вот эти вот сам все. И
И вот эти все шишки мне запомнились и вряд ли когда-нибудь забудутся. Поэтому и сейчас моя главная задача Мы их еще зафиксируем на камеру. Да, чтобы это все было открыто без каких-то таких подводных камней, которые я уже прошел. Возможно, они будут появляться новые, это даже вероятно. Но то глобальное, что прошел я, но мои клиенты точно уже не получат. То есть пару лет жизни они сэкономили. Сколько стоит вот эта вот услуга или франшиза? Так, услуга франшизы стоит по моей работе, да, это активационная сумма, это 8 тысяч злотых. Платится она... Первое, когда люди вот ко мне пришли, мы провели встречу, нам интересно, мы говорим, хорошо, договариваемся на следующую встречу, мы подписываем предвстępną умову франшизову, они оплачивают первоначальную половину суммы, это 4000 злотых. В этом договоре прописано, что я беру вот эти 4000 злотых, вторую половину я уже беру только тогда, когда уже будет мною найдено помещение, и уже будет умова найму с этим помещением, в момент подписания умовы найму я беру вторую часть. Далее идет 3 месяца, которые я вообще не беру никаких денег, мы только работаем. Месяц из этих 3 месяцев я полностью обучаю. То есть это кухня, как сделать эту же пиццу, как принять заказ, как его отправить. То есть все операционное. Прям ручками, да? Да. Все. Как экономить, потому что там очень много таких нюансов, как можно это все там делать дешевле. Как наебывать? Да, ни в коем случае. Как, чтобы не обманули. Да. После 3 месяц я участвую, я прям с ними в кухне, то есть я прихожу по 5 часов каждый день, мы с ними работаем, во-первых, чтобы у клиента не было стресса, потому что это их первый бизнес, первый это тремор в любом случае, я его как бы убираю, сейчас вот даже парням, вот мы брали помещение, задал вопрос, что вам страшно вообще, и был ответ такой, я что-то думал, что будет вообще страшно, вот когда это все визуализировал, страшно, да? А что-то как-то спокойно, потому что все в основном идет через меня, а от меня к ним, поэтому все вот это такое неприятное начальное при открытии. Ну если с такой поддержкой по 5 часов, ты прям пицца-папочка. Да, ну вот так, по-людски, да. И вот 3 месяца я даю Я бы сказал по-ангельски, но... 3 месяца ничего не платится за франшизу. После 3 месяцев это идет как подписка, 600 злотых нетто в месяц. Я просто каждый месяц выставляю фактуру. Это как бы моя подписка. Это роялти. Да, роялти. Да, только она не от оборота, то есть как то, что я бы не хотел. Обычно типа от оборота 3-5%. Не знаю, мне кажется. Ты просто берешь фикс 600 злотых за поддержку какую-то. Да. То есть это консультационная такая поддержка. Да. Что там, как дела, какие-то новости, видения. Окей, ты даешь, понятно, поддержку, ответы на вопросы, ты даешь торговую благословление. марку. Да, ты даешь там своих подрядчиков, ты даешь свою систему работы, вплоть там до рецептуры и обучения того, что и как делать, как работать. Технологическая карта, или как она называется? Не технологическая карта? Да, технологические карты. Ну, это по грамматурам и вот эти. Да. Вот большой кусок работы — это проверка, то есть поиск, проверка помещения. Один риэлтор бы взял, мне кажется, больше. В принципе, конечно, только за свои услуги. В том-то и дело. Вот. То есть помещение стоит 5000 злотых, риэлтор ты заплатишь 5000 злотых. Да. Кауция еще тоже как бы... кауция ты и так заплатил, но суть в том, что за 8000 ты делаешь и консалтинговую работу, еще часть услуг, которые вообще-то ты не должен делать. Да. Потому что в обычных франшизах... разбирайтесь сами, да. Ну да. Это одно из отличий от всех сейчас франшиз, которые предлагают. Да. Интересно, звучит как шара. В чем подвох? Подвоха нет. Во-первых, мне это нравится делать. То есть я от этого если знаешь, у каждого есть то, что вам нравится записывать, делиться и так далее. Мне нравится именно вот эта сама внутренняя работа, организационная, находить помещение, видеть, какое оно сейчас, и приходить, например, через 3 месяца и видеть, что оно получило. Окей. 8000, а если это не франшиза, а просто кто-то придет и скажет, я хочу под своим брендом... Консалт такой. Консалт, да. Это... Тоже 8000? Нет, это консультация онлайн, например. Типа просто консультация. Я могу проконсультировать, точнее, я попрошу их ряд вопросов, которые их интересуют, я на все эти вопросы, например, отвечу. Ответишь? Да. Все, и вперед, в добрый путь. Давай еще по поводу каких-то сервисов, операционной части и таких вот важных вещей, сейчас вот мини-резюме, да, на что важно обратить внимание. Люди сейчас слушают нас, они понимают, что им это подходит, да,
им такой формат подходит, они не хотят работать в Бедренке, они не хотят работать в такси, допустим, еще там где-то. На что важно людям обратить внимание? На какие вот рэперные точки, да, когда они принимают решение заняться этим бизнесом? Да, еще раз, вот как минимум 3 месяца я пикнул что-то. Нормально, это лайк тебе. Да. Вникнуть в ту работу, которая их ждет. То есть я своим клиентам, да, которые хотят или думают об этом, я разрешаю, так сказать, примерить тапочки, да, я приглашаю к себе в пиццерию, например. Да, выходные, выделить выходные. Да. Прикольно. Пятница, суббота, воскресенье, придите, мы вас накормим, напоим, и вы посмотрите, как это все работает. И за 3 дня вам хватит понять, это ваше или не ваше, да, например. Да. И параллельно мы обсудим цифры, вот заработки, мы вот возьмем 3 дня отработаем, и я вам скажу, вот сколько пиццерия заработала, например, за эти 3 дня. Вообще, вот это топ, да? Класс. Ну, тебе надо 3 работника на выходные? Я Стас в и конце, Богдан, да. Я в конце подрезюмирую, но это вообще топ история. Да, И давай, рассказывай. Да, поэтому самое главное, то есть не получится управлять этим бизнесом, если вы не сможете даже вот раскрутить пиццу и ее испечь и выдать, например. Сделать сам продукт. Да, либо я вообще так считаю, что вы не сможете, наверное, управлять этим бизнесом, если вы сами не выкрутите первые там 3000 злотых, вот, то есть это уже немало работы. Вот не пройдете через вот эту запару самостоятельно хотя бы там несколько, там 3-4 раза. Окей, что еще из важных рекомендаций таких для будущих пицца-бизнесменов? Важных рекомендаций. Что по сотрудникам? Вот это меня вопрос интересует. По сотрудникам, вот я когда начинал, то есть я смотрел на сотрудников поляков, да, я выбирал поляков, потому что вообще в то время нас было мало, не знаю, вы, наверное, тоже это застали, да? Не знаю, как в Кракове, но в Познане вообще до Познани не доезжали. Познане еще меньше. Не доезжали, они все оставались в Кракове и в Варшаве. Да. Поэтому и во Вроцлаве. Вначале у меня были первые мои команды, это польские, и один горький опыт. Один. Ну, то есть, со всеми, да? Да, со всеми. Были, которые задерживались там по году, например, было более-менее все хорошо, но в конечном итоге мы расставались со всеми плохо. И в конце концов я был крайний, и крайним я остановился, потому что мои методы были как бы в их глазах не сильно корректными. Чем отличались твои методы воспитания? Было замечено воровство, например. Да? Воровал было замечено воровство, прям явно это зафиксировано. И я, например, ничего не делал это сразу, я ждал, когда это будет, он продолжал, он видел, что типа это никто не видит, да, и он продолжал там вытягивать 50 злотых с кассы, там, когда 100, когда там вот ежедневно. Я думал, он еду воровал. Не-не-не. Он деньги воровал. Да, деньги, да. И я, например, подождал 4 месяца, да. Сколько? 4 месяца? Да, ну вот такие методы, которые их также задержал. То есть и он обиделся или что? Я знал сумму, я считал сумму этого воровства, задержал. Ты видел в камерах или по кассе? Я даже было такое, что я своих знакомых просил, чтобы они заказали пиццу. Знакомый приходил, отдавал наличку, типа, и это не было CRM-ок раньше. У нас все было в тетрадях записано. И явно зафиксировано, что кладется там 50 злотых в карман. И вот таких ситуаций я регулярно кого-то из своего человека, клиента подгонял. И я задерживал зарплату, например, на месяц-полтора, 2. И в конце концов я ему эти деньги не выплачивал, показывая то, что он наворовал. Это было вот то. И он обижался. Да? Да. И он и обижался? Все, и начинается. Я во все инстанции пойду. Подам везде. Да. Все тебе, короче, там жопа, ты все последние дни доживаешь тут в Познане. В Польше, да? В Польше, да. Поэтому вот таких... А ты типа просто как бы не проучил его и... Ну, я ему говорил до свидания. Ну, я еще сверху говорил, что отработай мне еще, потому что не хватало. Я все равно был больше в убытке. Да. Я ему говорил, ты отрабатываешь еще, и мы можем замять, как бы, если больше такой ситуации не будет. Типа. Ну, никто не дорабатывал. То есть все это... И что, кто-то в суд подавал, и что не делать? Нет, люди, чем больше собака лает, тем не кусает. Это вот такой сделал вывод. Потому что очень много в этом бизнесе у меня было угроз, очень много таких и скриповых ситуаций, то есть какие-то, например, меня не было, например, это в тот момент, когда у меня было 3 пиццерии, кто-то приехали машины, передали этот барабан от револьвера, знаете, который с пулями, и сказали, передайте Максу.
Это Красиво. Да, типа красиво. передачка. Это случайно не те первая точка, когда ты открылся в их районе? Нет. Слышишь, подожди, и они типа передали барабан от пуль, Да, типа такой какой-то типа намек, что мы тебя застрелим Да, за что мы что, там- за пиццу, типа, или Ну, как? это кто-то из работников, каких я даже не знал, кто это вообще. Вот просто такое было. То есть, типа, запугивание такое, Да, да? да, да. Чтобы типа я ходил там и переживал. Вот такие были. Но тебя это не берет все, да? Сначала брало, ну, сейчас уже как-то нет. Ну, Всё, что конечно, не убивает, были делает. все люди, это как бы неприятно, ну, типа, когда Ну тебя да, угрожают так и тому подобное. то- Мне нравится. А что за история с холодильником пропавшим? Работал у меня человек, работал у меня он даже там уже около года, да, там, может, 7-8, там, Да. 9 месяцев. Было доверие к нему, то есть уже Ну, у уже него как были родной, ключи, да. да, он там делал закупки, там было доверие денег, то есть вот я ему давал сумму. В один прекрасный момент я ему звоню, он открыл пиццерию, я ехал с товаром, мы тогда сами еще скупляли, сейчас мы это делаем все через интернет. Я еду с товаром, ему звоню, говорю, ты на месте, мне надо помочь разгрузить, я в пробке. Он говорит, да, я уже на месте, типа, я говорю, хорошо, буду через 10 минут. Я приезжаю под пиццерию, за ручку, пиццерия закрыта, стоят 3 человека, 3 клиента, и я говорю, в чем могу помочь? Они говорят, мы тут пиццу заказали 20 минут назад, типа, с Эдбером, заплатили за нее. Я говорю, ну окей, типа, я ему звоню, телефон выключен, захожу, короче, там рядом у нас был АБЦ магазин, я захожу, там ключи оставили, я открываю пиццерию, пиццерия пустая, нету, короче, ни тестомеса, нету, типа, наглощения нашего, там, колонок, всякого такого, печь не вынес, не влезла в машину. Ну и самое интересное, что у меня было 2 машины возле пиццерии, и одной машины нету, были ключи, и он открыл мою машину, загрузил все, что ему быстро попалось под руку, и уехал на моей машине, и через месяц мы ее нашли, могу показать фотку. Ну, то есть он сразу повез это все на металлолом к знакомому своему какому-то, ее сразу под пресс, он за это все, спустя, были суды, было 3 заседания, типа, он ни разу не пришел, я знаю, что его посадили в конце концов, я знаю, что я ничего не получил, никакой компенсации за это вообще. Офигеть. Потому что взять с него было нечего, скорее всего. Да, поэтому... вот Кроме такой- морального Ну удовлетворения. и ты знаешь, да, что его посадили? Да, я знал, что посадили, я знаю, что он вышел уже, но это уже, вот, поэтому и что-то было с его стороны, я был, по-моему, в Украине тогда я был, что-то было, что он меня искал, вот что, не помню, как это все было, потому что уже было порядка там 5 Ну, а ты лет. же с барабаном в руках мог ему передать этот барабан. Дальше. Да, вот такая одна из больных таких у меня моментов была, потому что это еще машина только свежекупленная, мы только купили новенькую Fiat Seicento, там вообще все, еще стеклоподъемники, все там есть, кондиционер, вот это. И Чем машину под пресс? Ну, он заработал, я даже Там знаю, заработал сколько... 3 копейки. Да, ну, он 850 На злотых. на металле? Да, На 850, металле? 850 злотых точно он заработал. И на этом сел. всем. Да. Какие-то... Класс. Слушай, ну... Мне Потом оказалось, извини, перебью, что у него были психологические... Интересная история, что тут следователь, который расследовал этот детектив, типа, расследовал это дело, он в будущем стал моим тренером, фитнес-тренером. У нас были личные тренировки, да, Класс. через какое-то время. И он рассказывал, что это псих. Просто, который был момент, было все в порядке, и в один момент его вот так вот переклинило, и это как бы уже был типа не он. Офигеть. Насмотрелся фильмов, да. Вопрос к тебе, морально-этической стороны. Как ты это все выдерживал? То есть как ты, вот что ты чувствовал в эти моменты всякие? Барабаны, Да. украденные Это ж машины. тебе там Трудно. 24-25 лет. Да. Трудно вообще было. Ну как ты это выдержал? Вот Не знаю, родители, поддержка от родных все-таки. Тебя поддерживали родные? Да, то есть всегда А я... кто? Папа, мама? Не Папа говорили, и найди мама. себе, хватит этой херней страдать, найди нормальную работу. Не говорили? Говорили, да, может, ну это нафиг все, типа, и так далее. Но я немного упертый, поэтому я... Короче, Это мы уже поняли, шел да. до конца. В основном разговор, да, что не случается, да, я там бате это звоню, говорю, тут такая херня, он говорит, а ты что, короче, это... И вот каждый раз... Может, как-то- ты сам в ахуе. Да, и так оно как-то... А потом человек привыкает просто ко всему. И потом уже какие-то ситуации такие повторяющиеся, они Да. уже не имеют аж такого сильного на тебя давления, ты как-то просто перешагиваешь. и справляешься. Какие у тебя мысли в этот момент? Мне интересно. Первая мысль, которая... Какая? приходит в голову. Сигарету подкуривал, помню, вот так просто. И просто сидел, сидишь, и да? думаю, да, конечно. А кто-то А там- ты из Запорожья, да? Да, а потом смотришь эти инстаграмы, там кто-то на Просто- море, кто-то там еще Просто, что-то. ну, Макс из Запорожья, мы из Энергодара. Не, ну сильно, вообще, сильно. Ну, это и хорошо, я думаю.
Ты знаешь, Макс, я сейчас подумал, тебя ждет большое будущее. Да. Если ты правильные решения примешь. Свою в цену своей ты жизни. заплатил, да? Дело не в цене, дело не в цене. Дело в том, как закалялась сталь. Дело в том, каким он человеком стал, и он... посмотри, он невозмутимый, блядь. Он тупо невозмутимый. Он самурай, понял? Он самурай. У самурая нет цели, у самурая есть путь. Ну, типа, реально. И я считаю, что если ты правильное решение примешь, то, ну, ты, типа, любой бизнес можешь построить. Да, Вообще. главное только, чтобы вот не разъебаться на Uber, когда едешь на подкаст, например, и это может все прекратиться на секундочку. Да, это точно, это точно. Но там уже на все воля больше. Да. Я пока не видел, честно, лучшего оффера. То есть оффера, который мог бы быть вот в плане франшизы и начинающих таких предпринимателей, Так, я чтоб пока... нянчились, прям за Да. ручку вели, его Да. Ну, обучали. серьезно, я это искренне, реально от души Ну да, говорю. Я оффера, я предложения лучше пока не встречал. Поэтому пишите ему, пишите, что вы от нашего канала, да, и он может какой-то бонус, скидку или еще там что-то даст, будете обсуждать напрямую. И... Ну, сильная история. Мы сегодня, знаете, как и посмеялись, и поплакали, и, ну, как-то так, Смех и и смех, слезы, да. и смех, и гріх, як казала моя бабця. У меня все. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!